Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. С того времени, как я купила не фаленопсисы, покупала в 7 цветах, я их так и не показывала. Это у меня цидим сладкий сахарок, покупала в небольшой такой экземплярчик был. Вот эта бульбочка, как раз при покупке она так небольшая была, вот с темными, с черненькими точками. Потом мне написали, что это ничего страшного, не беспокойтесь. Вот, она мне нарастила корней кучу, нарастила вот рядом псевдобульбочку. И вот это вот замечательно. То есть она мне, знаете, вот наращивает и обращивает вершки-корешки. Вот. Ну, не цветет, пока не цветет. Но, надеюсь, она, знаете, удовлетворит в своем верхнем наращивании всего, что можно, и начнет меня радовать своим цветением. Вот такой вот сладкий сахарок. Это анцидиум. Затем камбрия. Покупала ее тоже небольшую, в 7 цветах, цветущую. Она мне как-то процвела домашним цветением, дала скудное какое-то, но она была небольшая, правда. Скудное цветение, всего 2 цветочка, и процвело не так, как при покупке. Как-то блекло, как-то вот, ну, как застиранное такое было цветение. Застиранные тряпки. Я так расстроилась. Сейчас она мне, знаете, одного блогера тоже нажалась, что у нее желтеет. Жару на мне переносит. Все вот эти вот не фаленопсисы, жару переносили, как сказать, жара им не нравилась. Мне приходилось их опрыскивать аккуратненько. Но только водички, никакими вот. Сейчас они у меня прысканы препаратом от Бонафорта. Сейчас вам его покажу. Вот это вот для орхидей тоник для листьев, витамины, янтарный, плюс янтарная кислота. Вот этим вот средством. Это сейчас у меня опрыскано. В жару я этими витаминами не опрыскивала, но поливала от стресса. Вот видите, вот это вот цветоносики. Вот полезли цветоносики, солнышки мои. Надеюсь, процветет так, как вот при покупке. Таким цветением. Ну, посмотрим. Вот такая вот красавица. А я только на нее жалуюсь, что она мне наращивает сверху ботву, но не цветет. И вот оно. Здрасте. Моя ж ты солнце, моя ты солнце, моя ж ты солнышко. Это дендробиум санок. Такой красавица. Тоже покупала небольшим экземпляром. Вот они, вот эти 2 ствола. Это вот то, что... Вот они. Это то, что было при покупке. И они еще, знаете, так вот по размеру были поменьше. Нарастила, наращивает, как я уже говорила, ботву, листья. Но не цветет. Также опрыскала я ее от Бонафорта витаминами. Начну их более активно удобрять. Летом я только живой. У меня дендробиум санок, она мне именно жару перенесла намного легче, чем вот остальные не фаленопсисы. Это у меня драгоценная орхидея, красавица, умница, не капризулька. Нарастила вот эту вот веточку. На стволик, видите, стволик тоже отросточек дала. Такая умничка, сама подросла прекрасно, потому что была маленькая. Была такая, ну я не скажу прям совсем, знаете, небольшие вершки, как говорится, от основания. Йока, не хулигань, Йока. Как сказали, надо, чтобы вот верхний слой был влажный, чтобы и почва была влажная. Не залить, не, как говорится, не перелить, да, и чтобы она сухая не стояла. Это она не любит. Вот такая красотка. Драгоценная орхидея. Это мне анцидиум квинкл. Нравится мне эта орхидея своим цветением, своими миленькими цветочками. Знаете, как-то вот легла она мне по сердцу, по душе, это растение. Покупала я ее в отделе «Обнять и плакать» в Оби.
была только вот эта вот одна бульбочка, вторую вот она мне нарастила, жару перенесла, она не очень, видите, обрезанная, потому что стала желтить листья. Я опрыскивала, конечно, именно водичкой, но как-то, видать, ей этого было мало. Но вот она мне дала новые листочки, с ними все хорошо, видите, никаких ни черных пятнышек, ни желтеют листочки. Все замечательно. И вот цветоносик там лежит в листочке. Да, Йока. Вот. И вот этот цветоносик. Надеюсь, на скорое цветение ее зайки. Ну вот маленькая-то, господи, еще сама-то маленькая, еще там все это самое. А она у меня уже цветоносик дает. Вот, благодарная зайка. Другая тоже Ансидиум Твинкл. Вот. Этот экземпляр я уже покупала в 7 цветах. Также, видите, обрезаны. Вот я ставила вот черненькая точечка. Она не разрастается, она так остается. Просто может, например, вот появиться новые точечки. Это я вот оставила, чтобы вам показать, что мне не нравилось в ней. Одну мне вот псевдобульбочку отсушила. Попыталась я ее убрать, но пока не получается, потому что я могу как бы задеть остальные, повредить. Поэтому пока оставила. И вот дала цветоносик. Зайка. Мне надо много таких цветоносиков. Но я очень надеюсь, что сейчас уже жара закончилась. Сейчас хорошая погода. Я имею в виду в квартире, да, микроклимат. И она мне даст не только вот этот вот один цветоносик, а много-много, что прямо такой шапкой она мне красиво расцвела, цвела и радовала меня. Вот это вот, видите, это Ансидиум Твинкл. Вот этот вот экземпляр я покупала в обе, в отделе «Обнять и плакать». Как бы, ну вот это то, что было. Вот это одна бульбочка была, псевдобульбочка. За это время она мне нарастила вторую. И посмотрите, дала цветоносик. Маленький, тоненький такой цветоносичек. Господи, еще сама ты не разрослась, а уже цветоносик дала зайка. Жару, конечно, они не очень переносили. Я опрыскивала обычной водой. И отстойно, естественно, конечно, сутки мне вода стояла. Я только потом опрыскивала. Появлялись на листочках такие желтые. Я обрезала. Сейчас вроде, видите, вот на новых уже все хорошо, ничего нету. Никаких затемнений, пятен, пожелтений. А вот именно на жару как-то вот не очень хорошо среагировала. Второе растение я уже покупала в 7 цветах. Там было неплохое, но также жару не очень хорошо перенес. Черные пятнышки, видите, где листочки обрезаны. Я обрезала, потому что там черные пятнышки были. Я не знаю, что это такое. Но она мне нарастила новые псевдобульбы. Йока, не лезь. Одну бульбочку она мне, видите, сгноила. Но я попыталась ее убрать, но боялась задеть другие. Разрастутся, потом уберу. Также дала мне, посмотрите, цветоносик. Зайка мне. Так, Йока. Пришла Йока. Да, песни петь. Вот такая вот пятнышко я специально оставила, видите? Вот, оно не разрастается, вот такое, как есть. Йока, я все понимаю, солнце мое. Зеленоглазое мое такси. Вот такая красота. Ансидиум Твинкл. Дальше хочу показать свой Денвер. Свою зайку. Я уже как-то показывала. Я ее покупала в обе, в отделе «Обнять и плакать», вообще за копейки. Это вот старый цветонос при покупке. Она мне цвела, когда я ее покупала, по-моему, 1 или 2 цветочка. Сейчас не скажу, они были намного крупнее. Это вообще малипусики. Но я уже показывала. Она мне дала именно вот дома вот это отлетление. Распустила 2 бутончика. И вот тут еще будет 2. Вот один уже есть, и тут маленький такой наращивает. Смотрите, здесь почка ожила. Вот. Надеюсь, также продлит. Молодец, отличный сорт, красотка. Вот.
Вот это вот тоже она мне стала наращивать, но в жару все-таки вот все пропали, и как говорится, цветения здесь на этом цветоносе не будет, как я поняла, видите. Вот. Это Денвер. Такая красавица. Нарастила мне листочки дома. В общем, красивый сорт. Красивая девочка. Хочу показать кота. Это котяра. Котяра. Шикарный котяра. Стал наращивать, в смысле, раскуклил мне, видите, корешочки. Умничка. Этим он меня порадовал. Ну, не порадовала. Я сначала подумала, ну, мне дают детку. Да? Вот из середины. Потом мне Сусаночка написал нет. Вот видите, раскуклил. Это не детка. Это цветонос. Да, это цветонос. Вот такой цветонос. Буду радоваться цветением, но при этом надо ждать деточку, потому что дальше рост, развитие этой орхидеи не будет. Все, из-за цветоноса из точки роста. Вот такая вот. Вот такой кот мне выдал сюрприз. Ну, полюбуюсь цветочками. И ждем от тебя, моя радость. Детку, давай побыстрее. Дальше анакондочка. Я ее когда приобрела, у нее был обломан цветонос, вот он. Но потом через какое-то время стала она наращивать цветоносик. В жару приостановилась. Конечно, расстроилась, думаю, ну, как жалко. Пока как было, так и есть. Ну, надеюсь, она оклемается. Живо я проливала. Вот. Надеюсь, она оклемается и дальше будет мне продлевать этот цветоносик. Йока. Это хулиганка. Вот, наращивает мне, видите, корешочки. То есть умничка, отличное растение. И тут сегодня собираюсь поливать орхидеи и вижу, вот он цветоносик. Покажись нам. Вот он, зайка. Вот он. Так что точно я полюбуюсь цветением этой красотки, этой анакондочки. Следующая орхидейка — это змеиная кожа Green World Snake Skin. Так, наверное. Ну вот. Умничка. Тоже посмотрите, сколько воздушных корешочков она мне нарастила. Вот, даже аж с горшка вылезли. И вот, честно скажу, она очень крепко. Походу, надо пересаживать. Пересаживать это растение в другой горшочек. Слишком много корней. Горшок под напряжением. И вот моя зайка. Зайка, посмотрите, она мне дает цветоносик. Дает цветоносик. Ты мое солнце. Ты мое ж ты чудо. Моя зайка, я полюбуюсь твоим цветением. Красавица. Фотографию вставлю. Вот она. И вот наращивает корешочек рядышком. Так, солнышко. Как-то я вам показывала, что я приобретала сурфсонг в 7 цветах. Корешки были хорошие, но какие-то были уже, знаете, я понимала, что эти корешки начнут гнить. Но он меня стал радовать, видите, раскуклил корешки. Вот. Это сурфсонг. Здесь на горшке написано, подстерто, конечно, название. Ну, как бы все хорошо. И листья, основание. Шикарное растение, шикарный экземпляр. Вот он. И самое, что интересно, вот я покупала его вот такой вот расцветочки. Я еще думаю, вроде бы сурфсонг, он не такой вот, не малинового такого цвета. Думаю, ладно, указано сурфсонг. Ну, думаю, хорошо. Было два бутона распустились. И вот он сурфсонг. Вот он, как и должен быть. Мой рыжик. Здесь пятнышки такие, крапушка. Вот, ну, красавец, не знаю. Меня этот сорт покорил, вы знаете. Я давно как бы все, знаете, вот и хотела его приобрести. Но все время что-то мешало. И последний раз я думаю, нет, все, возьму. Вот такой красивый. Посмотрите, какие пятна.
какой краб на нижних лепесточках. Ну, шикарный, шикарный сорт. Шикарный. Листья как атласные. Если вам видно, как атлас такой переливается. И вот, пожалуйста, на одном цветоносе вот такой разные расцветки. Ну, орхидеи, конечно, чудят. Скорее всего, это из-за жары какой-то вот он дало вот такое вот цветение. Такая вот расцветка здесь вот тоже. Вот. И это не то, что там, это не отцветайка, что она, знаете, изменила. А когда они отцветают, они именно у них цвет лепесточков становится светлее, а это совсем другой цвет, видите? Вот такая красота. И вот мой рыжик. Вот мой рыжик. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие, всех вам благ, исполнения желаний, что все у вас было хорошо. Берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек, балуйте их по возможности. Звоните хотя бы. Вот. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Всех до новых встреч. До свидания.